Да, Джекушка? Иди сюда, иди, иди, мы покажем, какая у тебя. Иди посмотрим, какая у тебя красивая спинка стала. Вот такая вот у нас с Джекушкой красивая спинка. Уже вся обрастает, да, мой хороший? Дай поцелую. Все, беги, беги, мой хороший, беги, играй. Привет, друзья! Вы на канале ДРТ Клаб. Если вы нас смотрите, то наверняка знаете, что совсем недавно Джекушка перенес операцию. Ему удалили шишку на спине. И сегодня я хочу рассказать, с чего все начиналось, как начала расти эта шишка, когда она начала расти и вообще, что же это в итоге оказалось. Вообще мне казалось, что вот это вот уплотнение, шишка на спине у Джекушки начала появляться примерно год назад. Но когда я стала готовить вот этот вот ролик, стала подбирать материал, я заметила, что уже 2 года назад у Джека на спине появился какой-то бугорок. Это было в то время, когда мы начали готовить Джека к операции по удалению кисты, по кастрации. То есть мы кастрировали Джека по медицинским показаниям. Если вы не видели этого ролика, обязательно посмотрите. Ссылочку я ставлю в описании к этому видео. Итак, уже 2 года назад у Джека на спине появился небольшой бугорок. Я тогда не придала этому значения, потому что у Джека иногда появляются какие-то небольшие такие жировики или какие-то уплотнения, и они сами с собой рассасываются. Но уплотнения, как правило, были небольшие, а вот здесь вот этот вот бугорок, он был достаточно большой, он был примерно размером 2 на 3 сантиметра, но я думала, что понаблюдаю, и этот бугорок со временем рассосется. Но как бы не так, шло время, и вот этот вот бугорок стал больше и больше увеличиваться. И буквально полгода назад он уже достиг таких больших размеров, он стал примерно размером с грецкий орех. Мы пошли в ветеринарную клинику, мы обратились в ветеринарную клинику с другой проблемой, но и заодно показали доктору, показали вот этот вот бугорок. Нам взяли из этого бугорка анализ, и доктор сказал, что в принципе ничего страшного, что наблюдайте, если он будет еще больше расти, увеличиваться и не будет уменьшаться, тогда уже необходимо будет Джеку делать операцию. Мы обращались в ветеринарную клинику летом, и врач сказал, что это будет плановая операция, и что летом такие операции лучше всего не делать, потому что жара, пыль, Джекушка у нас любит купаться, и решили вот это вот все дело мы отложить до осени. И уже буквально месяц назад мы уже обратились в ветеринарную клинику с конкретной проблемой. Мы пошли именно с проблемой вот этой шишки, которая месяц назад уже стала даже размером больше, чем грецкий орех. Хирург все посмотрел, ощупал и сказал, что, конечно, это уплотнение, эту шишку необходимо удалять, потому что если она уже начала расти, то она может достигнуть огромных размеров. Порадовало то, что вот эта шишка, она в принципе не была как бы прилеплена к позвоночнику, то есть она свободно отходила от позвоночника, она прощупывалась, то есть ее можно было отделить, она была как будто бы какое-то подкожное образование. Джека она вообще никак не беспокоила, я могла спокойно ее оттянуть, надавить, погладить его, то есть он никак не реагировал на вот это вот образование. Но все-таки хирург сказал, что необходимо ее удалять. Итак, нам назначили обследование перед операцией, то есть мы сдали все анализы крови, прошли УЗИ сердца, потому что все-таки песик у нас старенький, ему уже 12,5 лет, и чтобы вводить наркоз, необходимо полностью здоровое сердечко. Ну все, посмотри, какой ты молодец. Страдание, да? Вселенское. 20-30 можно будет снять. Молодец. Все.
Все, ты молодец, молодец. Все анализы были в норме. Самое главное, что сердечко оказалось для его возраста в прекрасном состоянии. Кардиолог даже порадовалась и удивилась, что для такого возраста, да, там были какие-то изменения в сердечке, но они были настолько некритичными, что она сказала, что у вас практически сердечко молодого пса. Тьфу-тьфу-тьфу, пусть так будет и подольше. Итак, мы прошли обследование, сдали необходимые анализы и записались на операцию. В положенный день, в положенный час мы приехали на операцию. Мы не знали, как это будет происходить, и думали, что сейчас Джека заберут, быстренько все сделают и нам его отдадут, что мы подождем буквально часик-два и заберем Джекушку домой. Но не тут-то было. Мы приехали в ветеринарную клинику к 11 часам утра. С нами провел беседу анестезиолог, то есть он посмотрел все анализы Джека, посмотрел его сердечко, посмотрел кардиограмму, все спросил, все переспросил, мы ему все рассказали, какие-то возможные у него заболевания есть, какие-то лекарства он принимает, либо же были какие-то приступы. То есть все было очень серьезно и на высшем уровне. Итак, в 11 часов у нас Джекушку забрали, сказали, что операционный день начинается примерно с 2 часов и идет до 7 часов вечера. То есть с 11 до 2 забирают всех зверушек и начинают их готовить к операциям. То есть им дают какое-то успокоительное, как-то готовят, не знаю как, в общем, их помещают в отдельные боксы и начинается подготовка. И примерно в 2 часа их уже по очереди забирают на операцию. После того, как мы Джека забрали, нам врач сказал, что когда Джекушке вводили наркоз, случился небольшой казус, он пукнул и обкакался. В общем, нам было немного неудобно, но что делать? Зверушка есть зверушка, тут уже ничего не поделаешь, да, Джекушка? Подумаешь, обкакался мальчик от страха. Ну, в общем, примерно в 5 часов вечера, нас отправили домой, и примерно в 5 часов вечера нам уже позвонил хирург, сказал, что операция прошла успешно. Когда раздался звонок, я, если честно, немного заволновалась, у меня заколотилось сердце, потому что, все-таки переживаешь за своего маленького пушистика, как, что прошло. Но когда я услышала вот эти вот слова, что все отлично, что Джекушка уже вышел из наркоза, и что можно приезжать и забирать его, мы, конечно же, тут же помчались. Приехали в ветеринарную клинику, но в это время хирург оказался занят, и нам сказали немного подождать. Пока мы сидели в приемном покое, пока мы сидели, ждали, я слышала, как вот этот вот шалопопый сорванец тявкал на всю клинику, он звал нас, может быть, он почувствовал, что мы пришли. Все-таки он очень привязан к нам, очень чувствительный песик, и всегда чувствует, когда мы даже появляемся за дверью, он сразу бежит и начинает нас встречать. В общем, спустя какое-то время мы провели час примерно в ожидании, и нам вынесли Джекушку уже в бодреньким, уже отошедшим от наркоза. Мне очень нравится, что врачи вот в этой ветеринарной клинике, куда мы постоянно с Джекушкой ездим, где мы наблюдаемся, очень ответственно подходят к зверушкам, очень внимательно, то есть они не отдают вот это вот еще расслабленное тельце, не отошедшее от наркоза, на руки владельцу, они выводят полностью из наркоза, то есть смотрят, чтобы собачка полностью пришла в чувство, чтобы собачка отошла. В общем, нам принесли Джекушку. Я думала, что шовчик будет малюсенький, но шов оказался достаточно большой, половину спины было выбрито, но он уже бегал и радовался, что мы пришли. Нам все рассказали, как прошла операция, как вел себя Джекушка, как он пукнул. Джекушка. Джеки, ты что там лаял, а? Вообще, Котик. Да. Ругался на всех, ругался. Ой, ты мой хороший. Да ты мое солнышко. Да ты мой зайка. Привет, привет. Да ты мой хороший. Ты не обижаешься на нас, котенька. Не обижаешься. Тявкал там, тявкал, зайчик. Да ты мой сладенький, ну как ты, мой хороший, как ты, солнышко мое, солнышко тявкальное. Тихо, тихо, мой хороший зайчик. Да, ты молодец. Пойдем. Так, все, присаживайтесь. Соответственно, вот ваше назначение. Держите. Да, спасибо. Что у нас самое главное по назначению?
Первое – это ношение защитного воротника. Самое главное, смотрите, если он не будет никак реагировать на шов, не будет пытаться его достать, тогда можно без воротника ходить. Но самое главное, посмотрите, если достает до шва и вот прям что-то в себе там хочет почесать, разрезать, воротник, все. Ну, то есть не жалеть, воротник надевайте, носите, потому что если он только долезет до швов, он их сразу же все снимет. Вот, следующее. Это, соответственно, обрабатываем шов растворчиком хлоргексидина, обычный самый, покупаем в аптеке, берем салфетку марлевую, на него прям туда хлоргексидином заливаем, промакиваем хорошенечко шовчик, оттираем все корочки, если там они будут, они там будут, сразу предупреждаю. Потому что шовчик накожный, это нормально, там будут корочки. Да, просто можете прямо размочить корочки и сняли их. Соответственно, дальше берете сухую тряпочку и просто проводите по шву, чтобы он был сухой и чистый. Это самое главное. И отдали Джекушку нам домой. Сказали, что через неделю необходимо прийти на плановый осмотр, а через 2 недели уже нам будут снимать шовчики. Жалко котечку. Жалко, мой хороший, жалко зайеньку. Жалко, Джекушка, молодец. Такой хороший мальчик, такой смелый мальчик. Хвостик поджал. Сейчас я тебе дам таблеточку, не переживай. Не переживай, моя котенька, не переживай. Все хорошо будет. Ну какой шовчик большой, вообще ужас какой-то. Ты мое солнышко, солнышко мое. Пройдет, заживет, все заживет. Вот тут припухлость. Ничего, заживет, котик, заживет. Сейчас таблеточку тебе дам. Да, ты хороший. На следующий же день после операции Джеку надо было играть. Он сразу же побежал проверять свои игрушечки. Проверь игрушечки. Иди игрушечки проверь. Ну, игрушечки. Все на месте игрушечки, да? Никуда не делись. Ты мячик захотел, мячик. Да ты котика хочешь, ты играть, тебе надо играть. Играть, молодец, мой хороший, играть надо, играть. Играть надо с котиками. Да, молодец, мой зайчик, молодец, молодец. Выздоравливает собачка, выздоравливает, да? Все, зарастет у тебя скоро, не переживай. Зарастет у тебя ранка. Все хорошо будет. Через 2 недели мы уже поехали на снятие шва. Вот поехали с Джекушкой на снятие шовчиков. Сейчас хирург посмотрит и все нам расскажет. Нормально ли вот эта вот шишечка? Пройдет она. И шовчики снимут. Да, Джекушка? Джекушка, ну что ты уже трясешься, мой хороший, не бойся. Все хорошо будет, не переживай. Не будете сердиться? Нет, не будем. Мы в ветклинике не сердимся. Мы здесь только боимся. Все боятся. Все очень страшно. Здесь даже кошки не страшны, не обращают внимания. Все здоровые будете. Ну что, будешь сидеть? Тоже трясется, смотри. Видишь? Жек, Конечно, тоже очень трясется. страшно, потому что Ты тоже боишься, да, котик? Чего можешь тебе столько больна. Привет. Ладно. Ну все, Котик, Даже трястись перестал. тебе приятно, что ли, зайка? Не больно? В этом нет абсолютно ничего больного. Все, мой зайка. Ну, он его не беспокоит, шовчик. Он так, я уже и дотрагиваюсь, и ощупываю. Вообще нормально все. Ну, вроде нормально, да? Он такой аккуратненький. Да, все очень красиво получилось.
Шовчик был хорошенький, то есть он быстро заживал. Сейчас на момент снятия вот этого ролика прошло уже 3 недели после операции Джекушки. Джекушка уже практически ничего не чувствует, то есть шовчик его вообще не беспокоит, шерстка начала отрастать, сам шовчик уже беленький, есть кое-где коросточки, но это не критично. Я думаю, что к Новому году Джекушка покроется новой, красивой, шелковистой, пушистой шерсткой. И еще хорошо, что мы все-таки сделали операцию не летом, а осенью, потому что гуляем мы сейчас в одежде. Спинка должна быть закрыта, чтобы пыль не летела, да и чтобы просто не пугать и прохожих вот этим вот внешним видом выбритой спинки и вот этого шва. Так что у нас все хорошо, Джекушка идет на поправку, то есть он уже поправился. Что же в итоге это оказалось за шишка? А это оказалась эпидермальная киста. Причин появления ее может быть множество, нам остается только догадываться, почему она все-таки выросла у нашего Джекушки. Будем надеяться, что больше никакие бяки не будут к нему приставать. Ну а мы хотим с Джекушкой пожелать здоровья всем вам и берегите своих питомцев, они самые лучшие на свете существа. Всем пока!